Сегодня мы начинаем цикл выпусков по очень важной теме – показатели процессов. Ведь процессное управление – это не только про описание и перестройку процессов, это еще и про их непрерывное измерение и улучшение. Всем привет, меня зовут Алексей, вы снова на канале Naked BPM. Вместо эпиграфа хочется привести цитату. Нельзя эффективно управлять тем, что нельзя измерить. Чтобы эффективно управлять процессами, нужно их измерять. А измерять мы будем как раз показателями процесса. В выпуске про анатомию процесса я говорил про процесс как про черный ящик, который чудесным образом преобразовывает входы в выходы. Показатели процесса — это возможность понять, что происходит внутри ящика и насколько хорошо это происходит, без необходимости залазить внутрь и разбираться с каждой задачей каждого исполнителя. Процесс — это модель. Когда процесс проектируется, часто можно слышать: вот тут 15 минут будет делаться задача, а тут можно сделать в рамках 2 часов. Ну а потом за 2 дня все это доставим клиенту. В реальности все, конечно, отличается от этих планов. Более того, каждый экземпляр процесса выполняется уникально. Следить за ними всеми в деталях очень дорого и нецелесообразно. Но измерять эффективность все же нужно. Показатель процесса — это реальное отражение его эффективности или неэффективности. Можно сравнить это с маленьким датчиком, встроенным прямо в графическую модель процесса, где производится снятие показателя. Например, в процессе выдачи кредита мы можем замерять среднее время с момента принятия документов заемщика до момента принятия решения. Согласитесь, этот показатель напрямую говорит о качестве процесса и привлекательности компании для клиента. Поэтому на операционном уровне процессное управление можно рассматривать как достижение правильных показателей бизнес-процесса. Как мы знаем, в любой компании много процессов, поэтому в каком-то смысле управление организацией можно рассматривать как управление этими самыми показателями. Вообще, руководители часто любят представлять себя за огромной панелью с кучей датчиков эффективности бизнеса, и видеть, что все в порядке, ну а где-то загорается неприятная красная лампочка. Поэтому разработка таких интерактивных дашбордов часто выполняется в ходе проекта внедрения BPMS. Это позволяет дать действительно оперативный инструмент управления для руководителей. Через показатели мы понимаем процессы, а значит понимаем, что происходит в компании. BPMS позволяет измерять показатели процессов на лету, то есть система автоматически считает всю нужную информацию и собирает их в приборной панели. Это позволяет подготовить пищу для управленческих решений и операционного управления. Что важно, среда мониторинга меняется вместе с бизнес-процессами, а значит, в распоряжении бизнеса будут всегда актуальные данные и работающая система. Продолжим. У одного бизнес-процесса может быть много показателей. На самом деле строгих правил тут нет. Измерять можно что угодно. Был бы в этом смысл. Конечно, нет смысла измерять то, что на практике не пригодится, или может исказить эти самые смыслы. На практике чаще всего измеряют время прохождения участка процесса или выполнения процесса целиком. Как правило, это самые понятные показатели, которые явно говорят о работе процесса. Их понятным образом можно измерять, трактовать, повышать планку, ставить в мотивационную схему сотрудникам и добиваться нужных значений. Но измерять можно не только время. Вообще, измерять можно все, что имеет смысл для вашего бизнеса. Средняя длина очереди, себестоимость процесса, стоимость доставки, процент повторных обращений клиентов, выручка с единицы продукции и даже уровень удовлетворенности потребителя. Например, по 10-бальной шкале. Ну или как делает одна всем известная компания, по количеству улыбок. Серьезно, считают улыбки посетителей. Сейчас это можно автоматизировать при помощи искусственного интеллекта. Различают показатели процесса и показатели экземпляра процесса. Показатель экземпляра процесса — это, например, точное время, за которое выдали именно этот кредит. Показатель этого же самого процесса — это среднее время выдачи всех кредитов за определенный промежуток времени. Показатели экземпляра процесса — это, как правило, просто вопрос операционного управления. А с точки зрения BPM важно обеспечить стабильное выполнение всех экземпляров процесса, а не какого-то одного. Впрочем, во многих случаях важно собирать показатели с отдельных экземпляров процессов и их среднее значение. Чтобы говорить об управлении показателями, их нужно разработать, то есть понять, что мы вообще измеряем, назначить плановые значения, то есть оцифровать, что такое хорошо и что такое плохо. Плановые значения могут соответствовать физические значения показателя, то есть как компания действительно отработала.
Наконец, назначить ответственного за показатель, то есть показатели не должны болтаться в воздухе. Есть сотрудник, который заинтересован, чтобы все работало как надо. Обычно ответственным за большинство показателей процесса является владелец процесса. Разработка системы показателей – это настоящий проект, который нужно периодически перезапускать. Есть методологии и алгоритмы, но, честно, ни один из них не претендует на то, чтобы считаться наилучшим. Нужно быть объективным и понимать, что со временем все меняется. Часто показатели собирают в документ, в информационную систему, в табличку, то есть как-то агрегируют. Многим знакома система сбалансированных показателей Нортона и Каплана. Впрочем, сегодня эта методология стремительно теряет популярность. Но ознакомиться с ней все же стоит. Нет никакого смысла измерять все на свете. Нужен четкий и понятный набор показателей, наблюдение за которыми имеет смысл, то есть будет сообщать вам полезную информацию. И вообще, соблюдаются ли стандарты и не отклонились ли мы от нормы. О том, как выбрать показатели, мы поговорим в следующий раз. В качестве послесловия хотелось бы отметить, что показатели процессов – это не отчетность, это операционный показатель. То есть методологически показатели процессов отражают ситуацию здесь и сейчас и нужны для оперативных управленческих решений. Хотя, конечно, они могут использоваться и для построения отчетов. Напоминаю, это первая серия из цикла выпусков про показатели процесса. Поэтому не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать следующие ролики.